Каждого человека на Земле можно узнать по его пульсу. Мы всегда живем в одном ритме. Так люди отбирают своих родных и близких. Весь генокод, как раз кровеносная система, все вытягивается данной струной. Мы уже законодатели следующей жизни, и струна позволяет выравнивать данные отношения. Если струна есть, человек всегда здоров. Когда человек начинает свою жизнь, у него есть свой собственный индивидуальный пульс. Этот пульс определяет кровь. Все, что находится в нашей крови, все, что впитано с молоком матери, это общее, это нам дали как дар. А пульс, он наш собственный. И каждого человека на Земле можно узнать по его пульсу. Да, пульс может ускоряться, может замедляться, но всегда есть основа пульса, по которой человека можно отличить. Поэтому сердце – это то, что настраивает на общую траекторию. Сердце – это то, что всегда хранит и личную траекторию человека. И в целом сердце вмещает тела человеческие. И праздник сердца еще, конечно, праздник любви. Потому что, когда мы начинаем кого-то любить, мы настраиваемся на пульс другого человека. Более того, возлюбленного мы выбираем именно по пульсу. Мы это можем не осознавать и не оценивать, но когда мы прикасаемся рука к руке, пульс попадает в резонанс, значит, это наш партнер, значит, это наша партнерша. Или мы начинаем обнимать друг друга или целовать друг друга, и всегда сердце в сердце, пульс в пульс. Так люди отбирают своих родных и близких. Поэтому сердце – это, конечно, праздник родства. У меня есть книга, которая так и называется «Невероятно родное». Это если мы совпали по пульсу. Ну, поэтому долгих союзов почти не бывает. Но все-таки иногда на Земле они существуют, эти долгие союзы. Что значит долгий союз? Это когда у нас все получается вместе, и мы всегда живем в одном ритме. Но часто, конечно, у людей ритмы расходятся, и вот тогда важно, чтобы они не разбежались телами. Пройдет какой-то срок, и если по пульсу вы определили друг друга, то потом снова ваши пульсы совпадут. Есть циклы, и ритмоциклы, они идут тоже через сердце. Ну а если люди уже разошлись телами, то это тоже их право. Они найдут кого-нибудь, кто снова им близок. А почему говорят о двух половинках? Да, это редко, да, найти это практически невозможно. Но это как раз два пульса, попавших в резонанс. У каждого человека есть возможность все три ритма рубежа выстраивать знаками. Один рубеж личный, это его личный пульс. Этот пульс идет через сердце-клубок. Вторая струна совместного пульса – это сердце-лобок. Это где мы находим в себе резонансных людей и создаем с ними резонансные цепочки. И, наконец, есть сердце-пупок, которое идет от отца с матерью. Поэтому весь генокод, как раз кровеносная система, все вытягивается данной струной. Поэтому, когда люди проходят сейчас струнные программы, они получают огромное количество откровений, начиная с того, что весь их род вдруг проявляется, и они знают уже своих бабушек, дедушек и правнуков и правнучек. Все сходится воедино. Эта струна фиксирует пульс общий на все время жизни. Затем следующая струна, когда мы находим своего партнера. Здесь мы уже законодатели следующей жизни. И наши пульсы, конечно, должны совпадать, а пульс у существа, которое мы воспроизведем на свет, может отличаться от нашего. Он пойдет своим путем. У кого выросла струна, тот очень легко воспринимает и приближение своего ребенка к себе, и отдаление своего ребенка, потому что все идет сознательно. У кого струна не выросла, это всегда очень болезненно, когда ребенок от нас уходит, или наоборот, ребенок возвращается и до скончания своей жизни находится под нашим крылом, и то, и другое достаточно тягостно. Поэтому струна позволяет выравнивать данные отношения. И следующая струна – это струна полного здоровья. Поэтому если струна есть, человек всегда здоров. Если на струне как
какой-то сбой происходит, значит, какой-то орган человека теряет энергию. И струны сердца — это энергонаполнители, чтобы у человека всегда все было в порядке. И с собственным пульсом, и пульсом, данным от родителей, и с пульсом, который он дал другому существу. В Эрлем есть все 3 программы по выращиванию всех 3 струн, естественно. Можно в любом порядке. Более того, на эту программу может прийти тоже человек с улицы. Он может вообще ничего не знать о ритмологии. У него должно быть единственное желание — или стать здоровым, или стать любимым, или стать сильным. Вот и все. И если эти 3 желания, или хотя бы одно из 3 желаний есть, он может приходить, выращивать струны и получать результат.